Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня шаббатнее утро, и я оказался в интересном месте. Место это называется Яр-Шемеш, где-то около Модиина и недалеко совсем от Иерусалима, 40 километров от Иерусалима. И скажу, какой повод у меня сегодня. Повод очень интересный. Здесь, в этом месте, в этом лесу, такая сходка или сбор коллекционеров русскоговорящих Израиля, коллекционеров машинок, моделей. Эти люди занимаются этим профессионально, можно так сказать, со всей душой. Это самые большие коллекционеры в Израиле. Я со всеми с ними, конечно, не знаком, знаком с некоторыми, но сегодня я вместе с вами с ними познакомлюсь. Вот, и сделаю небольшое видео для вас. Здесь будут и представленные машинки, они привозят с собой сюда, обмениваются, продают. И делают такой небольшой пикник. Вот посмотрите стол. Вот эти люди замечательные, вот такой у них стол. Они проводят здесь регулярно сбор. Ну как регулярно, раз в 3 месяца, в 2 месяца. Они между собой договариваются и собираются. Вот я начинаю знакомиться с интересными людьми. Вот Лева. Очень приятно. Да, мне тоже очень приятно. Он тоже серьезный коллекционер. У него очень много моделей. Он предпочитает... Какие вы предпочитаете? У меня получается Россия и Советский Союз. Сначала Россия с 20, можно сказать, с 13 года. Россия, Советский Союз и до 2000-го. Да, я видел сейчас, он мне показывал часть своей коллекции в телефоне. Я просто был поражен, какие автобусы, какие грузовики. Я постараюсь в дальнейшем снять полностью его коллекцию. Вот он сейчас в процессе ожидает переезд, и поэтому, когда он переедет, мы встретимся и будем снимать. Будем ждать, конечно. Да, очень приятно с вами познакомиться. Очень приятно тоже. Вот, и здесь я начинаю только здесь въезжать в эту тему, здесь знакомиться с людьми, поэтому еще у меня будут знакомства. Да, сейчас чуть-чуть переговорим. Да, сейчас переговорим, и потом люди сейчас здесь поедят, встречаемся. да, поедят, немного выпьют и начнут выкладывать свои машинки. Ну, машинки начнут на продажу, на обмен, на продажу. И на обмен и на продажу, да, у вас? Да, у нас обмен, продажа. Отлично. А коллекцию тут никто не привозит смотреть. Ну, да, я понял уже, да, я понял. Вот продолжаю знакомиться с интересными людьми. Вот это Игорь, очень приятно, Игорь. Здравствуйте. Вот, чем интересен Игорь? Я скажу, что я первый раз встретил его на выставке в Хулоне, выставке моделей. Вот, и я был поражен. Это называется диорама, да? Это называется диорама. Диорама. И, это настолько красиво, настолько ручная работа. То есть, как это все выглядит? Это получается, что вы берете какие-то машинки, да? Модели в основном, да, готовые. Иногда перекрашиваются под какую-то определенную тему, иногда собираются, но модели готовы, а весь антураж, я, как говорится, делаю сам. Есть вещи, которые фигурки покупные. Часть раскрашивается, часть уже готовая, раскрашенная. Растительность, трава, это все высаживается. Делаю сам. Да, скажем. вот просто я свое мнение скажу, что я когда первый раз это увидел, я подумал, что это, я не знаю, какая-то вещь, которую не производит вот так. Как бы это должно какое-то быть производство, наверное, серьезное вот этого, потому что настолько детальная, мелкая работа это, да? Это... Ну да, это чисто фантазия. Да, это искусство, я бы так сказал. Насколько фантазия позволяет, Да. столько ты и делаешь. И у меня здесь есть с собой диорамы новые, Да, я я их даже не фотографировал, не выставлял. Можно я покажу это все? Да, конечно. И что я хочу сказать, что я просто поразился детализацией именно. Как вы делаете так, чтобы это выглядело как натуральное? Движение людей, какие-то вот сцены вы сами придумываете, правильно? Да, все из головы. Все из головы, многое из каких-то фильмов советских, из каких-то воспоминаний советских. Я специализируюсь именно вот по советским таким вот диорамам. Мне как-то это ближе. Современное оно, более бездушно. А тут есть такое, у каждого, кто как-то связан с Советским Союзом, у него есть какие-то воспоминания. Бочка кваса, какая-то пожарная станция, еще что-то. Грузовики эти полуржавые советские. Скажите, а сколько занимает в среднем изготовление диорамы? Тяжело очень сказать. То есть, во-первых, это нужно обдумать.
потому что слой за слоем, чтобы я примерно понимал, что зачем. Концепцию, да? Да, что зачем будет установлено на диораме. И занимаюсь вечерами, занимаюсь этим в свободное время. Так свободного времени сильно много нету. Ну, диорама может взять месяц, может взять 2 месяца. Есть вещи, которые вот я начал, потом муза пропала, оно может полгода лежать. Потом я это увидел, мысль пришла, Ну, начал как, делать дальше. как настоящий художник. Ну, да, художник может быть слишком большое слово для этого, слишком пафосное. Но я делаю это в кайф, я делаю это для себя. Соответственно, это потом выставляется на продажу, но делается как для себя. Причем это стоит не таких заоблачных денег. Я просто был На самом деле, да. Да, это стоит очень доступно и можно приобрести. Я не знаю, я в дальнейшем планирую себе это приобрести, потому что я просто хочу это. Я когда первый раз увидел, я был поражен и думал, что это очень дорого стоит. На самом деле это доступно. И действительно, вы приходите на выставки, и вот вы уже, планирую быть на вы уже ближайшей познакомились с выставке. этим замечательным человеком. Вот, и приобретайте тоже. Спасибо. Всего хорошего. Я еще познакомился с замечательным человеком. Здравствуй. Представься, Привет пожалуйста. еще раз. Меня зовут Дмитрий. Я тоже коллекционер автомобилей, как маленьких, так и настоящих больших. Хочу сказать как бы про Дмитрия, что я до этого с ним поговорил, у нас была беседа, и что я выяснил. Он просто заклятый автолюбитель, так бы я сказал. У него есть настоящие спортивные машины. Он этим очень серьезно увлекается. И у него очень большой ген автолюбителя. И, в общем, замечательный парень. Хочу с ним поближе познакомиться. Давайте начнем с того, что почему вы начали заниматься коллекционированием и когда? Модели. Это произошло в очень уже далеком 1985 году, когда мне было 5 лет. У нас был друг семьи, который в то время еще, в советское, занимался моделизмом. Тогда ничего нельзя было купить в магазине свободно, естественно, но был такой журнал «Техника молодежи». И в этом журнале печатали схемы по созданию и сборке самостоятельно моделей. То есть человек увлекался на тот момент моделями кораблей и самолетов. Это увлечение у него прошло через всю жизнь. Сегодня ему 74 года, и он Ого. до сих пор продолжает строить эти модели из папье-маше Вот это и да. подручных материалов. Я увлекся этим в возрасте 5 лет, когда я сидел и смотрел, как он создает эти модели, но мне всегда были интересны автомобили. В то время в Советском Союзе, кроме саратовских моделей, ничего нельзя было найти в магазине, и то в крупных городах. Но по счастью, я был из достаточно обеспеченной семьи, которая могла позволить себе покупать ребенку игрушки такой стоимости, но я в них никогда не играл. У меня было четкое разделение между коллекционными моделями и обычными игрушками, которые можно брать с собой в детский сад, в песочницу, еще куда-нибудь. Вот. Я вас перебью на секунду. Откуда вы с России? Я из Крыма. Ага, из Крыма. Я просто Да. сказать, что тут был разговор. В Сейчас то время это была Украина. Да. Сейчас это... Ну ладно, давайте. Да, без да, политики о политике мы не обойдемся, будем. да. Я хочу сказать одну вещь, что про Саратов было тут упоминание. Хочу сказать про себя. Я-то родился в Саратове. Поэтому мне Вам эта крупно тема... повезло, но вы этим никак не Да, воспользовались. я в свое время начал, я когда был маленьким, подростком, у меня были модели саратские, но я не придавал тогда этому большое значение, как бы у меня не была большая коллекция, у меня несколько было моделей, которые производились, естественно, на родном саратском заводе. Но сейчас, когда я выясняю, что это ценится, это уже другой подход у меня. Но Прода- сейчас поезд уже ушел. Да, сейчас коллекцию поезд собрать не ушел. удалось, поэтому- Да, и цены поднялись, и намного. Да, цены поднялись и намного. О ценах я готов поговорить отдельно. Буквально вот несколько дней назад моя жена вернулась из командировки в Россию. Ездила, она привезла оттуда несколько интересных моделей. Я потом могу продемонстрировать фотографии. Модель сама находится дома, я ее не привез сегодня сюда. Но чтобы было понятно, о чем идет речь, о масштабе цен на сегодняшние саратовские модели, я потом просто покажу. Ну, примерно, сколько они фотографии сейчас там. стоят примерно? Десятки и сотни тысяч рублей. Ого, вот так. Вы Да, моя представляете? жена сейчас привезла модель, которую я приобрел 3 года назад, и она хранилась у моего друга в Москве. Я категорически не хотел слать ее почтой и передавать со случайными людьми. Нужен был кто-то свой, кто гарантированно довезет эту модель, Ага. потому что это редчайший экземпляр. И сколько она стоит сейчас? Порядка 150 тысяч рублей. Ого.
Да. Ну, сами можете Этот перевести, экземпляр был сами можете привезен- перевести на евро или Этот на доллар. экземпляр был привезен в Израиль несколько дней назад моей женой и теперь украшает мою коллекцию. Замечательно. Давайте продолжим теперь о вашей коллекции. Вообще, вы работали еще, вы мне рассказали, что вы работали в магазине здесь, Да, это который... было давно и неправда. Это было в период с 2003 по 2008 годы. Я был заведующим филиала магазина коллекционных моделей в Израиле. Здесь был и такой магазин. Он закрылся по причине нерентабельности, потому что в Израиле коллекционные модели это, ну, скажем так, плохо развитая отрасль. Этим увлекаются в основном вот репатрианты. Русскоговорящие, да, Ну, репатрианты? русскоговорящие, да. Но у нас узкий круг общения достаточно. И Вот я со покажу. временем, Вот я сейчас покажу с развитием интернета. эту сходку. Вот, Да, пожалуйста. эта фотка, здесь все знают друг друга на протяжении Да, многих лет. да. Мы знакомы друг с другом на протяжении очень многих лет. Тут есть люди, которыми я знаком 20 лет и более. Мгм. Мы регулярно собираемся на подобные встречи. Как правило, это проходит 4 раза в год. Зима, весна, лето, осень. И, собственно, на этих встречах вот мы встречаемся, общаемся. Ну, это происходит Продаем, замечательно, меняем на, модели. да, на природе. Да, но опять-таки подчеркну, все это происходит, вот как видим, между русскоязычными коллекционерами. Израильтян-коллекционеров этой тематики мало. Я это заметил на выставке, которая была в Холоне как раз, что в основном были русские. Были, конечно, израильтяне, я имею в виду коренные израильтяне, но в основном мне что запомнилось, что масштаб моделей, которые собирают израильтяне, или, может, даже арабские жители Израиля, он не 1,43, а они больше, да, эти модели. Я вот это заметил. 1 к 35, Да. как правило, потому что это самый ходовой масштаб для самостоятельной сборки. Ага. Лично я всегда всю жизнь придерживался масштаба 1 к 43. Моя коллекция на сегодняшний день состоит примерно из 1500 моделей, хотя через мои руки за без малого 40 лет коллекционирования прошло, ну, Тысячи. тысячи моделей, даже затрудняюсь назвать Ага. более или менее А точное какая, число. какая тема у вас вообще в вашей коллекции? Основная тема моей коллекции в последние 10 лет – это советский автопром, так как с развитием таких производителей, как ССМ, ДИП и других, которые вышли на рынок Мгм. в конце нулевых, начале десятых годов, тема советского автопрома получила очень серьезное развитие, потому что до тех пор существовали в основном саратовские модели, ограниченный достаточно был выбор, и модели ручных производителей, которые выпускались на Украине. Они по сравнению с тем, что выпускается сегодня, конечно, качеством уступают, но в то время это было вау, потому что их было трудно достать, они стоили достаточно дорого, не было альтернатив. Но, повторюсь, с развитием рынка, который зародился в Китае в конце нулевых, вот этот рынок на сегодняшний день достаточно обширный, выбор огромный. Модели продолжают выпускаться каждый год, ряд производителей делает какие-то новинки. На самом деле в Советском Союзе существовало огромное количество модификаций, буквально на каждое шасси, которое выпускалось. Что мне еще интересно, какие производители и модели сейчас ценятся вообще в обществе ценятся, автоколлекционеров? Смотрите, люди собирают каждый выбирает какую-то свою тематику, люди собирают то, что им ближе по душе. Например, я знаю коллекционеров, которые занимаются исключительно Саратовом. Несмотря на то, что саратовские То есть Саратов модели- до сих пор производит, да? Саратов уже давно переименовался, несколько раз производство останавливалось, возобновлялось. В свое время это был и Агат, так называемый. Они производились под брендом Агат. Потом это стал Инкомбанк, по-моему, или еще как-то называлось. Я уже не отслеживал. А сейчас? Потому что меня не интересуют А сейчас это саратовские модели, произведенные после 2000-х годов. Понятно. А сейчас они продолжают выпускать? Что-то выпускают, но что именно, меня уже не интересует. То есть в России... Потому что качество этих моделей упало очень сильно. Ничего нового, интересного предложить они не могут уже не первый десяток лет. Существуют гораздо более качественные аналоги сегодня производимые в Китае. Вот это, в Китае, да? То Да. есть китайцы производят Да, тоже да. модели Производство в бывшего Китае. СССР, да? Производство в Китае по причине дешевизны производства, но штаб-квартиры этих брендов, Да. они находятся по всему миру. То есть это может быть и Россия, это может быть и Украина, Мгм. это может быть и Гонконг, например. То есть главное не где сделано, а кем сделано. Потому что производители моделей, градация производителей моделей они идут в зависимости от качества модели. Соответственно, формируется ее стоимость. Чем более качественная модель,
тем дороже стоимость. Понятно. На сегодняшний день существует ряд брендов, которые у коллекционеров пользуются особой популярностью. Те, кто собирает модели советской тематики, они предпочитают модели производителей DIP, SSM. Есть санкт-петербургский бренд, который называется ICV. Это модели, которые на сегодняшний день стоят в диапазоне от 50 тысяч рублей за экземпляр в масштабе 1 к 43. Это лимитированные серии, которые в точности копируют существовавшие в реале машины. Машина, то есть берется какой-то конкретный прототип автомобиля из фильма или реально существовавшей машины. И они копируют. Воссоздается высочайшего качества модель с всеми нюансами конкретного автомобиля. К примеру, недавно я пополнил коллекцию моделью ГАЗ-22Д, скорая помощь. Это автомобиль из кинофильма «Белый бим, черное ухо». Замечательно. То есть это, То есть модель это интересно. Модель полностью повторяет автомобиль, снимавшийся в фильме, вплоть до мельчайших деталей, таких как номерные знаки, специфический окрас и Понятно. так далее. Позже смогу продемонстрировать фото. Хочу спросить, вы привезли что-то сегодня, да, тоже? Я привез несколько моделей сюда, но эти модели, они предназначаются для моих друзей, мы друг другом обмениваемся. Да, продаем я друг хотел другу. бы это тоже снять сейчас, и Да. мы покажем обязательно сегодня. Я продемонстрирую несколько Да. моделей, которые я привез сегодня. Спасибо большое, это замечательный рассказ, мне очень понравилось, и ждем продолжения сегодняшнего банкета. И вот Александр, который привел меня сюда, я могу уже называть его, наверное, другом, потому что я с ним дружился, это замечательный человек, настоящий коллекционер. Саш, ну что, Здесь все настоящие, вот посмотри. здесь игрушечных нет. Весь цвет. Да, я вижу, израильских классные коллекционеров. ребята общаются, выпивают. Ну да, ну сходняк уже сколько у нас? Лет 15? А, уже 21? Скажите, вы где-то 4 раза в год, да, делаете такие мероприятия? С Ромой мы знакомы уже, я не помню. Рома еще в памперсах бегал. Рома еще в памперсах бегал. Только с армии вышел. Я в армию еще не призвался. Да ладно. Рома, ты давно коллекционируешь машины? Ого, тоже. У всех, конечно, стаж здесь серьезный. Кто коллекционирует по 30-40 лет. Я помню. Поэтому люди все интересные, все эрудированные. Вот, товарищ тоже. Шура, улыбнись, тебя снимает скрытая Здравствуйте, Шура. Здравствуйте. Вот тоже Сколько лет ты занимаешься? С 8 лет. с 8, представляете? Да люди столько не живут, их что? Все начинали с саратовских моделей. Ну да. И, представляете, все начинали с саратовских моделей. И самое главное, что я родился в Саратове. Ремейки были у тебя И теперь я понимаю, что те модели, которые... Ты несут- жил в центре да, я цивилизации. рядом с заводом, можно сказать. И теперь я понимаю, что эти модели, которые стоили раньше копейки, стоят за баснословных денег сейчас. Вот Аркаша подходит. Аркаша у нас тоже одессит. Ого. Здесь, У него стаж, здесь наверное, украинская больше, чем у диаспора. Вот, пожалуйста. Вы тоже с Украины? Ну, у меня жена с Украины, со Львова. Так что мы породнились здесь. Здравствуйте. 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 Очень Аркаша, приятно, сколько ты Аркадий. собираешь коллекцию? В первом ролике, там я говорил, я первую модельку, она есть. Вы смотрели мой первый ролик? Я думаю, что да. Баркасик зелененький такой, самый первый. И когда это было? В 66-м году. Вау. Вы Он представляете? сохранился, он есть. Но это не значит, что я решил, что я буду собирать. Но это не значит, что все я начал собирать. Я так решил. Тогда еще я надо был было что-то первым. Да. найти. Что-то найти. И сначала я познакомился с одним москвичом. Он мне высылал вот эти маленькие немецкие. А так уже более-менее серьезно, где-то года 70-го. Ого, это все равно это много-много лет. Ну, 8 лет мне навез. Да, ну потом менялись направления, все, я старое, я продавал полностью. Вот. Сколько, какая коллекция у вас по объему? Сколько По машин? объему около 500. Я не гонюсь за количеством, я не сторонник больших коллекций, потому что их очень тяжело смотреть, их много. И хранить, наверное. Убивается Вот всё. Саша, наверное, рекордсмен поэтому в Израиле, я думаю. Нет, если это Шлёма Керштейн, слышал такого? Сколько у него? Израильтяне. Значит, да. Ну, у него даже в туалете полки.
У него, я приехал в 91 году, я его нашел через газету, я общался с его водителем русскоязычным. Они были у меня, приехал в Хайфе, живет, у него контора по страхованию моряков. Морское страхование. Агентство, да. И вот он приехал, он мне привез альбом со своими машинками. И там не каждая машинка была отдельностью, там были по полкам. И он сказал, что это был 91 год, что вот тут у него 11 тысяч. В первом году, так сколько у него В сейчас? 91 году у него было 11 тысяч. Он Представляете? брал все цвета, все масштабы, он брал все. Он был при деньгах. Привет. Сколько у него... Привет, как дела? Сколько у него сейчас моделей, я не знаю. Я думаю, что вдвое, наверное, увеличилась коллекция. Думаю, что более. Мне говорили, что к нему попасть домой посмотреть, да, ходят экскурсии. Надо заручиться там, ну, не обязательно, рекомендации. Рекомендации. Да, я Он не думаю, пускает что он меня кого узнает. попало. Вот такой живот. Ну, интересно. Рассматривать поставил, даже 18 поставил. А у меня около 500, и я считаю, что и этого много. И этого много. Я Замечательно. сейчас вот в прошлом году я новых моделей, у меня получилось 8 штук. Я хочу, чтобы в этом году было еще меньше. Понятно. Спасибо, интересный рассказ У очень. меня, видишь, у меня рюкзак. Но у меня рюкзак для 43-го. Ты же говоришь, у него разного. У него и 18-й можно поставить. Да. Интересно все это. Опа. Вот начали показывать модели, и вот посмотрите, какая замечательная модель. Это пожарная лестница. Да, это производство сейчас произведено, да? Один, тоже, видите, 1.43. Да. Вот, классная раскраска, красная, как обычно, пожарная. Очень классная. А вы продаете эту модель? Сколько она стоит? Вон есть. А у нас, видишь, 345 шекелей со скидкой. на Жигули Она стоит этих денег. Прима. Вот не успел Игорь разложить свои машинки для продажи, я уже приобрел здесь вот такой Запорожец. Посмотрите, какой красавчик. Цвет обалденный просто. Вот, и Рафик. Вот я его не буду вынимать пока. Вот такой, к нему есть журнал. Вот такой журнальчик в комплекте. То есть это- Запорожцу дома где-то лежит журнал. Тут Да, тоже есть, но... ну, неважно, я не так прям зациклен на этих журналах, но вот все это, эти машинки все по 50 шекелей. Ну, есть и дороже, сейчас он будет выкладывать, я все это покажу. Коллекционеры начали выкладывать свои машины, вот, обменивают, продают. Вот, пожалуйста, смотрите здесь. Тоже коллекция, здесь в основном немецкие машины. Есть и часть есть вот советского автопрома, москвичи, эти раллийные. Здесь немецкий автопром. Цены где-то варьируются, да, 150, 200. 170. Вот. Да, вот, например, сколько стоит вот то, что я в Массерати вот это вот смотрел. 200 шекелей. Вот, редкая модель, 200 шекелей стоит. Это Очень 50 шекелей за редкость. Вот мы Да. 300 шекелей. Эти по 170 шекелей. Мгм. Это у нас же это... Это Ford. Форд, да, довольно-таки редкий тоже. Вот очень интересная модель, короче, работа переделана. ЗИЛ 130. Зила, видите, какой грузовик, это мусоровоз, Мусоровоз, да. да? Классный. Да, немножко. И вот здесь тоже немецкие модели есть. В основном джипы, Audi, Mercedes. Это цены тоже 200-250 шекелей. Очень интересные модели. Посмотрите, какие особенные модели. Смотрите, Яляль, автобус. Здесь яляльская серия. Здесь, да, которая работает внутри аэропорту. колеса, покраска, все. Вообще класс. Сколько они стоят? Ну, разные цены. Разные. Озвучивать не будем, Не но надо. не Ну, дешевые. Кому-то дается дешевле, кому-то где-то недорого. Наконец-то Игорь выставил свои работы, вы посмотрите. Просто это какие-то уникальные вещи, сделанные вручную, такие диорамы. А это вообще просто... Что это, Игорь? Это говновоз. Говновозка. Это Посмотрите, говновоз. как она сделана. Вау, какая детализация вообще. Сколько это стоит?
Вот это вот. Экземпляр говновоз. Ну, Да, да, да. говновозку тут уже забрали. Ага. Сколько она стоила? 350. 350 вообще приемлемая очень цена. А вот это? Это 400. 400, класс вообще просто. И там стоит москвич, да, зеленый. И вот такой грузовик, который сгружает асфальт. Уголь. Уголь, то есть, да, и рабочие вот. И вон тачка даже есть. Или не рабочие. Да, они стоят на перекуре. Да, класс вообще просто. Замечательные модели. И эти тоже красивые. А это что у нас? Это Шкода. Это такая Шкода? Мгм. О, красиво. Сколько она стоит? 170. Тоже приемлемые цены. Очень даже приемлемые цены. Вы посмотрите, какая детализация. Вау. Это что за композиция у нас получается? Ехал человек, увидел брошенный автомобиль. Это целая история. Увидел бампер. Да. Посмотрите. Поразительно. И тоже 400 шекелей? Да. Вообще просто. Назревает у меня покупка, я так понимаю. Вот еще один столик. Посмотрите, здесь тоже. Видела вашу Видео. Да, Понравился вам? конечно. Спасибо. Спасибо. Вот продолжаю снимать. Скоро будет. Я даже благодаря видео это посчитала свою мужа коллекцию. А, да, ну и сколько вы насчитали? 1400. А, немало. Тоже большая Ну, думала, коллекция. что там 1000 в него, но оказалось... Да, а где он сам-то? Барыжит. Барыжит. Здесь все сейчас барыжат, меняются, Я продают. подгоняю домой, потому что мне надо домой ехать. Зачем домой такая погода? Я скажу, потом решим, потом все снимают, что мне скажут. Смотрите, какие интересные модели. Нет, у меня другие. У меня очень... У меня мама... Посмотрите, какие. Вот. Серебристый, я Да, не помню. Были. Покажи-ка ее на камеру. Ой, какая классная. Это Мечтара. Автобус. Сколько он стоит? Вот так, Игорь. Саша, ваш пресса еще. Сколько он стоит этот? 600 шекелей. Очень классная модель. А ты не видел его видео? 600 шекелей. Вообще здесь есть интересные модели, которые израильские машины, как бы. Ел автобус 150 шекелей. Это машины обслуживания, да, полицейские, медицинские. Вот это что у нас? Это Тахбура. Да, Тахбура, вот, пожалуйста. У этой цена сколько? Все 500. вопросы к Игорю. Игорь, а это сколько цена? Это уже, это я-то скорее валидую. 500. Классные модели, просто детализация классная, исполнение отличное. Эти Мечтара, амбулансы. Декали украинские? Есть и такси, вот. Смотрите, такси, Мерседес классный просто. Да, с тобой ничего не было тогда, ты еще не такой придурковатый был. А где тут актер, с которым... Да, очень много всего. Посмотрите. Смотрите, какая классная машина. Полиция. Игорь, Израильская. иномарки одни или что-то есть? А то же самое, что было, да, наверное? А вот и хозяин пришел здесь. Пришел хозяин. Постоянно занят. Его еще сниму. Смотрите, какой автобус. А подожди. Может, В общем, здесь есть что купить, есть что посмотреть. Интересно, все интересно. На природе. Класс. Этот кран Ганварец, Продажа и покупка. значит, это на шасси Знаете, какой кран? резина харьковская, диски харьковские, шасси мини-классик, подвеска работает, все. Вот, этот январец, он стоит 800 шекелей. 800 шекелей. Вот такой кран. Смотрите. Очень дорогой. Дорогой, но очень красивый. Да. И детализированный. Да. Все рабочее. Вот эти Саша, шкивы, который всё очень работает. увлекается тоже коллекционированием Куда пошли? и продает тоже сегодня. Это последний из магикан, было такое племя, это последний из этого племени. А что-то было столько много машинок, Валя, Армянское племя. она что-то продала уже. Подторговывает всегда. Растащили. Слушай, у нее свой бизнес уже есть, она все Валентина открыла. потихоньку подторговывает. Да, она вот зря время не теряет. Ну Она зря время не теряет. что, Саша, что расскажете про сегодняшние машинки? Что-то есть интересное?
Ну, как бы я привез то, что привозил всегда, то есть конкретно в ящиках, в коробочках все вложено, и потом выкладывается, практически ничего не меняется, потому что сейчас таковой динамики Я смотрю, у нет. вас есть интересные модели тоже, Есть да? интересные машинки. Да, в основном Ну, вот техника есть. Ну, вот эта. своего здесь ничего нет, кроме вот этой, пожалуй, машинки. Ну, и эту я уже снимал, интересно. Основное все промышленное изготовление. Вот, если вы приедете ко мне, у меня около 1500 машинок. С удовольствием, как приеду, мы сейчас возьмем, Я вам обменяемся давал- контактами да, тоже. Я вам, по-моему, писал контакт. Да, вы мне писали, да, я читал ваши комментарии, Я очень живу в приятно. Аждоте, и мне интересно будет тоже встретиться и все это вам. Это второй Саша из Аждода, Да, с которым я уже знаком. Да. Ну, еще один, можно сказать. Да, Не еще второй, один. Пускай Да, не будет второй, да, третий, да, а да, пускай да, еще один, да, приятный человек очень, коллекционер, и я очень люблю Жена таких... пересчитала, я сказал больше 1000. Жена специально пересчитала 1400. Да, она сказала, после моего видео последнего она пересчитала все ваши машинки. Сказала 1400. Да, ну, отлично, отлично. Сейчас мы обменяемся контактами и будем поддерживать связь. Спасибо. Да, спасибо вам за интервью. В общем, я не мог удержаться от такого соблазна. Посмотрите, какая замечательная панорама. Это две «Волги», и там и такой стоит мужичок, который держит бампер. В общем, замечательная, красивая вещь. Вот спасибо Игорю, очень красивая работа. Я купил. На здоровье. Да, вот я буду покупать у него. Я думаю, что это первая моя покупка у него, и будет еще и дальше. Спасибо тебе, Игорь, ты настоящий мастер. Спасибо. Цену не озвучил. Если вам интересно, стоит это 30... Цена в личку. Цена в личку, правильно, ладно. Я не буду вам прав, цена в личку. И, пожалуйста, вот если вам нравится его работа, обращайтесь. Я оставлю контакты, и он сделает для вас. Здравствуйте, Здравствуйте. Альберт. Да. Я с вами познакомился. Вы художник, да? Ну, я вообще-то художник. Автолюбитель тоже. Я собираю модельки с 85-го года. Коллекционер тоже. Здесь все, в принципе, коллекционеры, Так я да. чуть сюда Но и приехал. у вас есть еще одно интересное увлечение. Вот эти Машины я картины. здесь рисую. Да, посмотрите, какие замечательные картины. Ну, на любителя. Ну, любителя, да, но они красивые. Мне они очень нравятся. Смотрите. Советский автопром. Ну, есть более удачные, есть менее удачные. Да, но... Давно вы этим занимаетесь, Альберт? Слушайте, маслом рисовать я начал, когда мне исполнилось... Сколько ж мне исполнилось? 60 лет. 5 лет, наверное, было. Ну, замечательно, замечательно. Вы рисуете именно только модели машин? рисую- Я имею в виду только машины? Я рисую автомобили и рисую портреты своих кумиров, так сказать. Ага. Музыкантов знаменитых. Замечательно. Я вот люблю, например, группу Queen, у меня есть Фредди Меркьюри в разных, так сказать, сюжетах. Класс, класс. Это интересно, это очень интересно. Джон Леннон. Да. Ну, я автомобили все, автомобили даже делал на заказ. Делаю на заказ, люди сейчас стало модно, ну или популярно, свои машины, которые у них были в жизни. Ну, вот, присылают фотографии, номер. Да, и вы на заказ вы рисуете, да? Свои именно лично модели Ну, тех, кто просит. тех, кто просит, да, сделать. Когда я приехал, просто вечера надо заполнять чем-то. Ну, правильно, да, молодцы, это очень хорошее увлечение. Вот я, если вы хотите, я могу оставить контакты Альберта, да, и он делает на заказ. Если у вас есть любимая машина и вы хотите ее запечатлеть в масле, на холсте, вот, пожалуйста. Было много готовых, но сейчас Да. уже мало осталось. Скажите, а сколько по стоимости вот это стоит? Ну, по стоимости, знаете, стоимость она разная. Вот, например, это Волга. Ну, Волга, вот, например, этот стоит 200. Ага, а Волга? Волга 350, потому что на нее больше времени ушло. Да. А если, скажите, вот личный транспорт сделать на заказ картину? Слушай, я раньше делал все это в России, скажу так. Да. Ну, примерно такие же цены, да? Ну да. Да, где-то 300, 500, да, вот в этих пределах, да? Не, ну в России другое. Нет, я имею в виду здесь, в Израиле. Ну да, здесь вот, например, самое максимальное, ну, 500-700. 500, да, ну, понятно. Ну, Зависит это, от размера тоже, это, да? извините, от размера, и это все-таки это масляная живопись, это ручная работа. Ну да. На каждую машину уходит, на каждую картину, я имею в виду, я читаю машины, я их рисую, как будто собираю. Ну, от 3 до 9, до 10 вечеров. Понятно. Ну, это, да, кропотливая работа, все понятно. Спасибо вам большое. Я оставлю ваши контакты в видео. Всего хорошего. Спасибо вам. До свидания. Так, когда тебя получили, модели... В общем, ребята, что могу сказать? Здесь невозможно не удержаться что-то купить.
Я купил вот несколько моделей, купил такую диораму. Вот, я вам ее покажу или уже показал. Выставка была, это не выставка даже, это собрание увлеченных людей, собрание коллекционеров было замечательное. Вот, я поговорил с интересными людьми, снял интервью. И в дальнейшем буду с ними встречаться и по отдельности с каждым. И приезжать на выставку. Постепенно вся тусовка расходится коллекционеров. Замечательный был как бы день, замечательные люди. Вот, отличные модели, они здесь и продавались, и можно было обменять. Ну, здесь это как бы для своих, меня взяли в этот круг, чему я рад очень. Вот. И буду посещать такие собрания и впредь, и буду снимать вам все, что связано с моделированием, все, что связано с коллекционированием моделей. Вот, буду посещать выставки. В общем, всего хорошего, друзья, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал, удачи, всем пока.